Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции, и в этом видео топ-5 криптовалют, которые сегодня пампят. Как вы видите, биткоин идет в пределах восходящего канала, и соответственно криптовалюты, альты по чуть-чуть начинают пампиться. Так, как мы определяем те, которые больше всего пампятся? Это мы заходим вот на спотовый раздел, да, спот, выбираем фиат, USDT. И нажимаем тут справа изменения, самые, которые больше всего падают и которые больше всего растут за 24 часа. То есть как их изменилась цена за 24 часа. Также мы можем зайти на фьючерсы и тут посмотреть тоже, потому что изменяются криптовалюты. Какие-то есть на фьючерсах, а на споте как бы есть все криптовалюты, а на фьючерсах не все. Вот, поэтому кто любит именно торговать на фьючерсах, можете смотреть по этой вкладке. Но я сейчас смотрю пока по споту. Значит, самое больше всего пампится сейчас это Bell. Bell у нас показывает, что выросла на 62%. Смотрите, насколько увеличились объемы продаж. Самые большие покупки у нас были в 9 утра, потом цена чуть подросла и сейчас начинает падать. Вот, и несмотря на то, что открылась Америка, цена продолжает падать. Если мы откроем дневной интервал, мы видим, что это самый большой рост за последнее время, 3,5, да, но раньше было даже 5,8. На недельном интервале мы можем посмотреть, что в принципе даже был 19 во время листинга, и скорее всего кто-то будет стремиться довести до той цифры когда-нибудь. Вот, но сейчас, если анализировать недельный таймфрейм, можно провести линию вот так вот и посмотреть, что это как будто бы треугольник, который сужался, и сейчас он пробился. То есть есть шанс, что Bell может расти и дальше. То есть есть куда расти, и он пробил треугольник. То есть, возможно, начался рост стабильный. Вот, опять же, напоминаю, это не финансовые прям советы вам заходить в эту крипту. Будьте аккуратны, всегда после пампа пару дней или пару часов бывает падение. Можно зайти по более низкой цене, чем сидеть в минусе или вообще выходить по стопу. Поэтому отслеживайте, рисуйте. Вот сейчас пока сформировалась круглая вершина, это значит, что скорее всего может быть сейчас коррекция. Возможно, по уровням Фибоначчи, возможно, до средней МА, вот, который он сейчас коснулся. Но это нужно каждую крипту анализировать отдельно. Главное мне сейчас в этом видео показать, какие в принципе криптовалюты пампятся, чтобы вы могли обратить на них внимание. Следующий у нас Wing. Wing написано 40% пропампился. Ну вот, максимальный у него рост был 16,45, когда открылась Америка. И сейчас вот он немножко просел. Возможно, будет расти дальше. Видите, у него есть такие, иногда бывают памповые дни. Вот, и это как раз подозрительно. То есть, видите, практически такой же объем торгов был, покупки. И потом был тупо вот так вот слив даже ниже этого дня. Поэтому будьте аккуратны, если тут будет то же самое, то кто-то может зайти в большой минус. Вот, опять же, если мы смотрим недельный таймфрейм, то максимум при листинге был 300. И, соответственно, это в 10 раз больше. И, возможно, когда-то цена дойдет до той цифры. Но сейчас она пока еще ничего не пробила, никаких треугольников. Поэтому я бы ждала еще какой-то подсказки для роста. Так, следующая у нас вот Dot Up вырывается. Это недельный таймфрейм. Смотрите, что это вообще за крипта. Она была такая мелкая, а потом в декабре начала пампиться. В феврале стало 206, а сейчас, между прочим, 13. И
Потом в мае она свалилась опять до 4. Притом за неделю со 112 до 4. Ну, это практически в ноль. Можно так считать. Я не знаю, бедные люди, кто зашли в дотап в мае. Я бы, конечно, не рисковала в такой крипте вообще торговать. Вы смотрите вашу стратегию, возможно, вам хочется рискнуть, но опять же ставьте не весь депозит, а какие-то маленькие значения. Напоминаю, что все крипты когда-то пампятся, и можно заработать, в принципе, всегда. Поэтому не обязательно сразу делать миллионы. Повезет пару раз, потом где-то протупите и все сольете. Поэтому очень обдуманно подходите к своим ордерам. Следующая криптовалюта у нас 1 inch up. Если мы смотрим недельный таймфрейм, то прямо у нас тут все грустно, потому что максимум у нее был 11, потом за несколько недель свалился до 2, даже до 2, потом до 0,03 и сейчас 0,05. Если, конечно, очень маленькие объемы, смотрите, 2,4 миллиона, то есть обычно вот киты любят крипты с маленькими объемами для того, чтобы на них быстренько заработать, пропампить и потом быстренько слить. Поэтому это вообще самые рисковые такие криптовалюты. И мы видим, что она начала пампиться с часу дня. Опять же, есть куда расти. И 10, и 18 мы видели. И даже 11 целых. Это большие цифры. Но смотрите по своим возможностям. Вот пока что за сегодня плюс 33%. Так, следующая у нас Dask. Dask у нас начал пампиться вот в 5 вечера, то есть час назад. 10, 23% и 11 и сразу сбрасывается. Опять же, маленький объем, это 13 миллионов. Если мы смотрим дневной интервал, то максимальные были значения 46. И недельный интервал, да, 46. Это был максимум, и 66 при листинге. Вот. Возможно, он опять же туда пойдет. Смотрите, тут довольно быстро, каждую неделю был рост. И потом при достижении максимума постоянный слив. Практически до той суммы, откуда стартовал. Возможно, он будет в лидерах несколько дней или недель. Так, у нас тут еще есть Link Up, ETH Up. Если смотреть ETH Up, то в принципе был даже максимум 534 в мае. И как всегда тогда падал биткоин, и он прям провалился на дно. И сейчас еще ничего не пробил, то есть еще нужны какие-то предпосылки, доказательства, то, что будет рост, если мы ждем значительного роста. Так, и еще я вам тут хотела показать криптовалюту. Мне попадалась. Акра показывает 13%, но он даже был 85%. И ему еще очень долго до этого. Вот такие вот криптовалюты. Они сегодня пампятся. И я надеюсь, что вы зашли не на максимуме, а успели во время роста. В
прыгнуть. Потому что те, кто заходят на пампах, они, конечно, потом кусают локти, если не успели сразу выйти. Поэтому придумывайте свою стратегию торговли на пампах, если вам хочется побольше денег сорвать. Если же вы придерживаетесь лучше медленно, но стабильно, тогда распланируйте свой бизнес-план, план заработка и по чуть-чуть на более стабильных криптовалютах, которые торгуются в диапазоне, там восходящем медленно, но уверенно там собирайте по своему 1-2%. Это, возможно, даст намного больше результат, чем вот такие вот пампы, агрессивная торговля, быстрый там разгон и быстрый слив. Вот. Потому что очень часто, вот сколько мы не слушали наших там подписчиков, участников группы, ты один раз зашел на пампе, вышел быстро, там 5% срубил, второй раз зашел на пампе в эту же крипту, еще там он пампился пару минут, ты опять 5% забрал, счастливый, третий раз заходишь, хоп, он падает на 20%, и все. Поэтому лучше стабильно и по чуть-чуть. Ну, как для меня. Это хотя бы дает свой какой-то результат, который можно зафиксировать и двигаться к цели. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачной торговли, пока-пока.